Всем здорово! Читав комменты под прошлым видео, глянув результаты голосования в группе, подпишитесь уже, блять, если это вам интересно реально. Так вот, пришел я к выводу, что нужно начинать с относительного нуля опыта на магии. Исходя из этого, начну объяснять то, что считаю нужным. Гайд затянется, скорее всего, не на одно видео, так что уточняющие вопросы и развитие вектора гайда в целом в ваших руках. Ну что ж, погнали разбираться. Я решил разбить гайд на несколько пунктов. Первая часть будет конкретно о том, что из себя представляет маг, оценка его силы в рамках моих мыслей, знаний. Объясню выбор культивации. Но, думаю, отдельный гайд по культивации с полным разбором выйдет независимо от этого видео. Так вот, маг среди других классов ПВ. Суть его и задумка. Это раньше магический ДД класс, как ни странно бы это звучало, наверное. Играющий во многом от своей позиционки, имеет эскейпы, лыжи. На 1.5.5 там еще и инвизик завезли. Против из ашурящих классов Марая откидывалка, мистический свет. Много замедлений, это ключ, град на старой версии или 1.5.1 стан водный тик его. 11 дракон. Имеет печать несогласия, на которой на 1.5.5 еще и рут завезли. Станы в виде горы, от камня, от жертвы. Либо райскую карусель. На 1.4.5 плюс версии это еще и ледяной мир, который, грубо говоря, замораживает, что является эффектом стана. С 1.5.1 лед, пламя. Ну и обычные руты это ливень, скользающая земля на старой версии. На 1.5.1 песчанка, на 1.5.5 еще и не сокол рутит. Ну и ряд скиллов, которые наносят чистый урон. Один гибридный скилл полуфиз, полуогонь, который называется огненный шторм, ливень, море, зависит от перевода версии игры. Есть щиты, которые дают защиту от определенного типа урона, но в реалиях 1 на 1 на старой версии 99% ПВП вы будете использовать именно земляной. С 1.5.1 же идет разнообразие и своп щитков, что делает, как по мне, игру более динамичной. Также у мага есть еще ряд уникальных механик, вроде отпечатков жизни, места. Лично мое мнение, что китайцы задумали мага как инт-класса, который контрит физов так или иначе своим дефом. При этом убивает их на позиционке. При этом как класс, который слабее int VC int любого другого класса. Но опять-таки ввели призраков, которые уничтожают при должном умении 1 на 1 все, что движется. Конечно, не уверен, что после последнего фикса в Китае они настолько сильны, как на 1.5.5, но все же. И в целом еще ввели жнецов, которым в какой-то степени антиклассом является маг. Но не все так просто, во многом все еще зависит от умения играть, как тебя, так и твоего противника. Очень много в ПВ зависит от сборки сервера, фиксов, апов персонажей, финал шмоток, ну и так далее, о чем я говорил уже в прошлом видео. Маг это универсальный персонаж, может притащиться к любому варианту игры. Будь то отсутствие пени, 79 селф, 99 селф, неважно какие камни и так далее. Я буду исходить из возможности собрать 97-99 пени на селфе на вашем сервере, говоря о райском маге. Если такой возможности нет, можете просто промотать этот отрезок и сделать адского. Плюсы от мага. Чуть больше физдев, в реалиях ПУП почти это не роляет на большинстве серверов. Рандомный контроль в виде камня, жертвы или 10% шанса прока на 1.5.1 стане. Безмятежка, дающая 20 пения, позволяет комфортно играть 79 селфом, если по какой-то причине у вас нехватка пения. Плюсы раймага. Это урон. Да, кажется, что это крополи, но на деле вот эти 200-300 стычки плюс разгон безмятежки на 15 секунд даст еще ДПС, и, соответственно, это очень много выльется в финальном уроне. Не говоря уже об уроне, если вы что-то дожите вспышкой и дамажите под ней. Рандом контроль также есть у райского, но, во-первых, он только один, во-вторых, он стоит 1 чи, и он милишный. Это карусель, 20% шанс застанет на 3 секунды. Также у райского мага больше чи, что определенно заметите, спамя различные карточки, кидая частенько гору за 1 чи. Также есть прок райского дракона, 50% шанс на 30% крита. Тоже немаловажно, возможно, это поможет вам как-то сделать фраг. Также 1.5.1 стан райский при проке застанет на 4 секунды, что как по мне тоже плюс. Но скажу, что скорее всего вам будет проще начать играть адским магом в любой ситуации, отыгрывать от камня, а дальше возможно уже свапнуть культивацию и понять, что можно играть без рандома. Так, создали мы мага. Раскинули статы, силы под шмот, остальное в инту. В принципе, оптимальный билд для 99% фишек. Что там, возможно, придется подогнать грауми, но это уже отдельная тема. Сделали себе
ПЗ по осет. На большинстве серверов это ранговый шмот. С Нирваной или же другим это интовый шмот. Определимся теперь с джином. Опять-таки, полное видео по джинам я скорее всего сделаю отдельно. Скорее всего формат разойдется PvP мага с каждым классом. Здесь же расскажу об универсальных сборках джина. Итак, выбор первый основной это DX джин. В идеале сделать в нем 120 ловкости, дабы ваш скилл камикадзе заработал 100% вероятностью. И другие скиллы тоже хорошо апают с ловкостью в джине. 50 тела и 40 инты. Почему так? Многие любят делать 50 инты 40 тела, но я считаю, что лучше иметь больше стамины, дабы юзнуть больше скиллов в целом, нежели всегда иметь постоянно реген 2. В моем варианте будет регениться почти всегда 2 и раз в 5 секунд по одной, что особо не критично. При этом вы сможете юзнуть больше скиллов, имея большой запас стамины. Я использую стартовый скилл на джине, так как это единственная возможность тянуть бафы. Хоть и 10%, но все же. Плюс 30% снижения магдефа иногда может зарлять и помочь добить противника. Иногда очень полезно PvP с воином, если вы не можете его пробить с утру. Секрет духа или смертельный яд на новой версии 20% увеличения урона. Скилл на урон в случае 120 декса висит 18 секунд. Must-have. Мид, сгорание, скилл режущий деф врага от огня в совокупности с вашим 79-м дебафом режет достаточно много у большинства классов. На серверах выше 1.5.1, если есть пассивка источник добродетели, который увеличивает физмаг деф в процентах, импакт от него будет намного меньше. Также импакт от него намного меньше по инчарам в принципе, так как интеллект режет слабее, так как там формула прибавки как от бафа со статов. Об этом опять-таки не в этом видео. Импакт будет меньше по престу или герою бафнутому престом на маг защиту, так же как я уже говорил, что прибавка с баф режется по-другому. Камикадзе, ваш основной скилл. Со 120 ловкости с 100% вероятностью снимет с вас стан. Заклятие князя это антистан, в случае 120 ловкости аж на целых 7 секунд. Для героя, у которого нет родного антистана, вообще неплохо. Здесь научится первого уровня. Спасительная буря, ваш основной источник дефа. В основном оставляется первый уровень, имеет прибавку процентов от ловкости. С учетом 120 ловкости баф будет давать 21%, что за 35 энергии достаточно много. Огненный меч это соска сбив. За 30 энергии сбивает обе соски с противника. Очень удобно, если вы видите соску и сбиваете ее по таймингу. Или хотите шотнуть кого-то физой. Восьмой скилл в целом на ваш выбор, в моем случае чаще всего это защита огня и воды. Работает почти как буря, только намного сильнее, но еще 95 энергии. После окончания дефа вешает на вас 10 секунд драконы. Увеличивает урон по вам, поэтому после использования придется откатить. В основном юзается дефи дракона воина в проличе. В основном такой джин используется против вара, лука, сина, сикера. Можно использовать против магов, шаманов, жнецов, если особо не задрачиваться. Второй вариант это инкон через уверенность и ссылку. Антислип, князь, бурю, защитник, яд, сосказбив. Вариант против призрака. Желательно брать все, а не макс на нем тело, дабы хватало на 2 ссылки. Победу, конечно, не гарантирует, но по-другому жить против них вряд ли у вас получится. Третий универсальный вариант это Strong Джин. В основном используется против друидов и мистиков на 1.5.1 версии. Основное ядро джина это антидерево, снятие печати, тайная молитва называется. 120 сил и 100% шанс сработать. Шарик, князь, дикас, вспышка молнии. Вообще дикас, скажем так, нечестный скилл, но по-другому versus мистика и друида очень сложно. Я бы сказал, даже невозможно. С Казбив дабы в основном, как кроме шота моря, эти классы не умирают, учитывая баланс нынешних пришек. В случае мистика также нужен скилл воля бога, дает иммунитет к дьявольскому проклятию. Антисон в случае с друидом. Яд и тактика бога первого уровня. Снимает чи у противника, процентов от максимального скиллица от силы. Для Алекс силовой джинки около 1 чи от максимума снимает. Также на версиях 1.5.1 без пассивки на деф можно юзать джинку 150 ловки и пытаться шотать с мида, но это надо делать аккуратно и понимать, когда дефиться, а когда мидовать. Какие скиллы на ней расставлять против определенного класса. Я использую это против мистиков, шаманов, пресов и индруидов. На версиях с пассивкой, как правило, используется либо шар, либо эндкон, в зависимости от баланса сервера. Также вы, конечно, можете играть от рандома на скиллах на джине, вполне успешно, но лично я привык рассчитывать на 100%, где это возможно. С джинами вроде разобрались, теперь можно переходить к применению скиллов PvP. Основной геймплей мага заключается в том, что он просто наносит урон со скиллов, пытаясь катнуть хирку, меняя позиционку, иногда кидая за медло, подкидывая дизейблы какие-либо. Далее дать дизейбл в КД хирки, в основном это гора, либо на 1.5.5 возможно Неса, либо 1.5.1 стан. Попытаться убить или откатить джина врагу, кинуть отпечаток жизни на маленьком проценте хп врага и добить. При этом самому либо не попадать в дизейбл, либо уметь дефиться и как-то прерывать серию контроля от врага.
Таких чаще всего придется ловить, в пассеты клеить, либо ваншотать, о чем скажу далее. Есть понятие склеенка урона, ситуация, когда два дамага проходят в один момент, складываются друг с другом. Тем самым возможно умереть и без отката хирки. Есть понятие ваншот, когда вы наносите больше урона, чем есть у противника, что не дает ему откатить хирку. Основные склеенки я покажу в этом видео, однако возможно сделаю отдельный видос по склеенкам как и мага, так и других персов. Самые дефолтные карты Феникс, любая карта, большая, маленькая. Карта Ливень, карта Фонарь, карта Дракон, карта Море, гора Песчанка, гора Камень, гора Ливень, гора Феникс. Остальные, пожалуй, разберу в next видосах, что именно вы хотите увидеть в следующем, зависит только от вас. Голосование прикреплю в группе ВК, подписывайтесь на канал, в группу. Полезных видосов тут будет еще куча. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всех благ, до новых встреч.